Сегодня в видео новая клиентка, работа другого мастера и порезанный ноготь в зоне матрикса. Рада приветствовать всех на моем канале. Сегодня подготовила для вас интересненькое видео. У меня новая клиентка с неровным, мягко сказано, покрытием и травмой. Девочка порезала палец ножом и задела ноготь в зоне матрикса. Что мы с этим будем делать, все расскажу и покажу. Итак, поехали. Для начала снимаю старое покрытие. Хочу сказать, что рана на пальчике уже зажила. Порезала девочка ноготь месяц назад, то есть открытой раны уже нет. Но есть хорошо порезанный ноготь. С покрытием явно что-то пошло не так. Я считаю, что если вы знаете, что у вас точно не получается делать выравнивание, на клиентах лучше не отрабатывать, а сделать тоненькое покрытие без выравнивания будет лучше. А дома тихонечко на своих или на типсах отрабатываем. Подготавливаю ногти к маникюру. Опиливаю форму и поверхность. Буду делать сегодня сухое комби. Для начала пламенем прорабатываю зону кутикулы, синусов и боковых валиков. Тут важно хорошо все вычистить, чтобы получился аккуратный срез ножничками. Теперь ножничками срезаю кутикулу. Теперь обрабатываю все полировщиком. Этот ноготь нежелательно покрывать каким-либо материалом. Я думаю, вы понимаете почему. Во-первых, мы должны видеть, что происходит с ногтем. А во-вторых, покрытие может спровоцировать появление бактерий в ране. Если вдруг где-то будет отслойка и туда попадет влага, это будет благоприятной средой для различных бактерий. Подготавливаю ногти к покрытию. Покрываю раненый ноготь камуфлирующей базой. Рану не закрываю.
Хочу обратить ваше внимание на указательный ноготок. Он сломанный сразу с двух сторон в точках вроста. Его буду укреплять акрилатиком. Покрываю тонким слоем базы, просушиваю. Теперь выкладываю акрилатик. Кисть периодически смачиваю в спирте и убираю лишнюю жидкость салфеткой. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Опиливаю ноготь с акрилатиком, чтобы он был ровный и гладкий с правильной архитектурой. Думаю, что теперь ноготь спасен и не сломается. Покрываю остальные ногти густой гель-базой Камильфо. Решила взять именно гель-базу, так как не только один указательный был сломанный в точках вроста, а еще несколько ноготков были замечены с маленькими трещинами. Да и длина говорит о том, что нужна база попрочнее. Честно говоря, не нравится мне эта база, так как уж очень густая и очень сложно ею работать. Но у меня баночка уже почти заканчивается, больше, я думаю, брать такую базу не буду. Поищу что-нибудь другое. Если кто-то знает хорошую гель-базу средней консистенции, пишите в комментариях, буду рада. Клиентке моей понравился темно-зеленый гель-лак Tertio. Лак, конечно, не очень хорошего качества, но в 2 слоя смотрится нормально. Тем более у нас будет матовый. А вот и неприятный сюрприз. Пока покрывала ногти зеленым лаком, большой с базой должен был сушиться в лампе. Но, скорее всего, клиентка неправильно положила палец в лампу. Либо он лежал боком, либо торчал вверх. Переделываю его полностью, но уже после того, как покрыла топом все остальные ногти на этой руке. Спиливаю куски высохшей базы и делаю все заново. На большом и указательном рисую абстракцию и веточки. За счет дизайна рана с зеленкой на ноготке не бросается в глаза, и это плюс.
Покрываю все матовым топом и просушиваю в лампе. Заканчиваю процедуру массажем с маслом и кремом. Всем спасибо за просмотр. С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. До новых встреч. Всем пока-пока.